Я спустился в подвал, а через несколько дней, когда я поднялся наверх, я поднялся в другой город. Я сам видел, как был разрушен мой дом. Смотрел, как Россия уничтожила дом, который я строил своими руками. Дерево, которое вырвано с корнем. Я не могу представить сейчас в голове, что этого дома не будет, этого города не будет. Добрый день, Украина, добрый день, Мариуполь. Меня зовут Евгений Тузов. И я знаю, что все вы изголодались за физическими упражнениями. Здесь меня знают как Жека-тренер. Я комендант, получается, вот этих вот нескольких убежищ. Сегодня 24 апреля. Мы проводим всемирный экологический урок. А вот наше убежище. Облога, день 12. Если кто-то увидит это видео, пожалуйста, дайте знать об этом всему миру. А мы постараемся продержаться. Меня зовут Евгений Тузов. В осажденном Мариуполе многие знали меня как Жека-тренер. Я родился и вырос в городе Мариуполе, который был уничтожен российской армией. Одно из культовых мест у нас в Мариуполе. Для каждого мариупольчанина, драмтеатр — это куда погнали? Погнали на драм. В молодости, когда там тебе повезло, и ты купил там новую какую-то машину, все ехали сразу опять же сюда, становились там, открывали двери, включали музыку, вот, чтобы все видели, что у него новая тачка. Мне очень нравилось в детстве, когда мне мама брала билеты на Новый год в драмтеатр. Там была елка, она была очень высокая. Тут вот я учился, это был Мариупольский городской лицей. Каждый день я выходил, вот здесь вот была остановка на подземном переходе у нас. Я выходил, переходил через дорогу и шел к себе в аудиторию учиться. Вот сейчас этот лицей в Киеве, в эвакуации. Одно из убежищ. Техникум. Прилет. Все внутри живые, все целые? Самый центр города. Буквально вот здесь, вот в этом куполе, я был организатором нескольких спортивных мероприятий, достаточно крупных. Там выступали наши дети. Но вот, к сожалению, некоторые из них уже никогда нигде не выступят. Это уже левый берег. Это вот здесь вот Ляпино. Это та сторона, через которую заходили российские войска. Мама, все в порядке. Даже не вздумай двигаться. А теперь пускай каждый из вас представит. Полмиллионный город в полном окружении. И летают самолеты. Когда это закончится? У меня ученики мои оказались вот там на одном из этих убежищ, это спортзал Терраспорт. Вот я поехал туда посмотреть, ну, что там они, как, может, что-то там, помощь им надо, им, их семьям.
потому что туда начали принимать людей из близлежащих населенных пунктов. У нас здесь сформировано чисто для мирных жителей, женщин, детей. В районе, наверное, 5000 или 4. Я точно не знаю количество. Но вот эти вот убежища. Может быть, мы стараемся помогать всем, кто приходит вот с окружности. Так, ну пошли. Вот, вашему вниманию, шелтер в Днепре, который, ну, наверное, из всех тех, которых я знаю, это самый-самый большой. Вот, причем самообразованный. Это было убитое здание, которое полностью аварийное. И его подняли силами волонтеров, жителей. Из какого ты города? Северодонецк, криминал. А вот ты откуда? Лисичанск. Вот, Лисичанск. Многие из тех, кто живет здесь, именно из тех городов, которых уже нет на карте. А вот как выглядел наш шелтер, наше убежище в Мариуполе. Очень много было зеркал, спортивный зал. Там залы единобор, залы для танцев. И мы все зеркала, все стекла, все внутри проклеивали вот такими вот квадратиками, чтобы если даже что-то взорвется, то чтобы хотя бы осколками внутри, там куча детей, куча всего, чтобы хотя бы не минимализировать эти порезы и все остальное. А потом через несколько дней, когда и там стало уже мало места, я пошел напротив, был торговый техникум, я там позбивал замки. Вот, и мы начали там еще оборудовать убежище. Ребята, сейчас вам вот кто-то из ваших пусть почитает эти правила вслух. Это важно. Правила безопасной... Привет, мой мальчик, привет, мой хороший. Ты будешь читать? Давайте. Вот, правила безопасного поведения, как вести себя при обстреле. Это важно, говорю еще раз. Вот представьте себе, обеспечить этих людей водой, приготовить какую-то еду, кучу грудников еще там. Вот. А тут еще у тебя начался среди них ротавирус, вот, который влечет за собой обезвоживание. А водой напиться можно лишь только той, которая вызывает этот ротавирус. И это замкнутый круг, блин. Когда закончилась вода, да? Дождевая пойдет. Вот так вот. И туалеты некуда ходить. Это все делалось вот на, там, допустим, на пакетик, на ведро. Вот также центральная улица, только уже ближе к 1000 мелочей. Этот мурал был сделан после обстрела микрорайона Восточный в 2015 году. А вот через дорогу, если вы посмотрите, вот это зеленое здание, это именно тот роддом, на который была сброшена россиянами бомба. Да с самолетов, да, наверное, прячешь. Давайте там походим. Все нормально, все хорошо. Как сказал один из моих учеников, говорит, я спустился в подвал, а через несколько дней, когда я поднялся наверх, я поднялся в другой город. Пожалуйста, люди добрые. Что ты мне теперь с домом моим? И нам прибегает мужик один, кричит, помогите достать семью. Они под завалами. И привалило там, получается, его дочку, жену, там, короче, внук или внучка, и бабушка еще была. И вот мы пытались это все поднять, мы не смогли поднять, без техники это было невозможно. И они там в течение 3, по-моему, 2 или 3 дней, они там умерли под этими завалами. Вот.
А он лежал на этих завалах, разговаривал с ними через плиты, через эти. Вот. Ну. Мы когда были маленькие, мы бегали на завод Ильича и на завод Азовсталь, потому что там, ну, в принципе, везде были дырки в заборах, везде где-то можно было там через мост перейти. Мы бегали туда за газировкой. Представляете, везде, в каждом цеху стояли такие аппараты с газировкой. Мы с друзьями бегали, набирали эту воду, ее там пили. Зачем нас убивают? Зачем нас уничтожают? Почему наши дома? Все, ну, если кто-то приходил с какими-то проблемами или что-то это, все бежали сюда. ЖК-тренер, 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 ЖК-тренер. Вот. И ты не успеваешь сесть, задуматься. Это только когда там какие-то там, я не знаю, единичные минуты в день, когда ты остаешься сам наедине с собой. Ну вот, тогда, может быть, как-то где-то что-то там начинало пробиваться. Всегда в таких ситуациях бывает чудо. Когда мне принесли из пожара мальчика маленького, ну, сказали, что это единственный, кто выжил в пожаре. Вот. И через несколько дней ему становится плоховато, у нас был педиатр, он говорит, если вы его не отвезете под ИВЛ, ну, под искусственную вентиляцию, ну, он умрет. Ну, вот. Копайте яму на заднем дворе, готовьте коробку для обуви, как он говорил. Вот. А тогда еще как раз по улицам так бомбежка шла плотно. Но мы добрались до лечебного заведения, это была больница номер 3. Чисто случайно мы назвали адрес, откуда принесли этого ребенка. Говорит, так вот же это. И без сознания там была его мать. И вот так вот они воссоединились. Да, сейчас она проживает вместе с ним в Винницкой области. С ним и еще с 2 своими детьми. Вот такой хэппи-эндик был. Есть единственная, конечно, омрачающая ситуация в этом во всем. У нее, у этой женщины и у ее мужа было 7 детей. Вот. И удалось из пожара достать только ее и вот этих вот 3. А 4 детей и муж навсегда остались там на 9 этаже. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Ко мне. Ко мне. Где, моя собачка? Вот это вот маленькая, но очень-очень отмороженная собачка Микки. Когда самолеты бомбили Мариуполь, они вот так вот летели, сбрасывали бомбу и ускорялись на гиперскорости. Летя дальше, и только ты начинал слышать, когда гиперскорость это, а бомба уже падает. Микки своим видом показывала, что самолет какой-то подлетает к нам. То есть у нас было гораздо больше времени для того, чтобы среагировать, уйти там в подвал, допустим, или еще куда-то. Это такой небольшой кусочек Мариуполя на Днепропетровщине. Очень замечательная инициатива Кирилла, хозяина этого заведения, сделать подобным. Вот мы сюда приходим поностальгировать, так сказать, мариупольцы. Я бы назвал вот эту вот полочку, это дорога домой. Сначала ты проезжаешь вот эту стелу, да, Донецкая область, которая. А потом ты подъезжаешь к вот этой стеле. Вот, к стеле Мариуполь. Это уже въезд. Въезд наш родной украинский город Мариуполь. Это был город, который был не похож ни на один из городов Донецкой области. Мариуполь, он такой имел особый вайб.
И у нас даже произношение многих слов, это было чисто по-мариупольски. То есть там, допустим, курыть, говорить, ворыть. Вот именно вот так вот это произносилось. И это чисто вот именно мариупольская фишечка. Я не ожидал, что такое большое количество жителей нашего города придет и поучаствует в нашей акции, в этом самом крупном озеленении нашего города за последние несколько лет. Мое хобби – это я садил деревья. В Мариуполе перед полномасштабкой в 2021 году мы сделали самую, наверное, большую акцию озеленения нашего города. Порядка 3500 саженцев мы высадили на одной локации. Уже в этот вторник мы продолжаем посадку нового зеленого хаба на территории 23-го микрорайона. Пожалуйста, не делайте нервы тем людям, которые пытаются, допустим, спилить какое-то дерево, чтобы вылетает. Какого хера ты пилишь? Да пошел ты нахуй. Нам нужно кормить детей, грудники, смеси, памперсы. Помните, как в том фильме «На небесах только и говорят, что про море»? Вот это, наверное, про каждого из нас, из мариупольцев. Как мы там от родителей в тайне убегали на море, говорили, что мы там где-то в соседнем дворе или там на школьный двор пошли, а сами на маршрут. Ты, допустим, едешь на троллейбусе туда, а обратно идешь пешком, чтобы какую-то там булочку там купить, короче, там на рынке, когда ее носят, а там же таранка, вот это вот там пахлава медовая, или там пирожки жареные, чебуреки. Иногда снится город. Вот так, знаете, вот эти здания исторические, купеческое собрание. Каждый купец, как бы вроде друг перед другом выёгиваясь, он строил дома с такой изюминкой. Мне снятся и пожары, и все снится. Беги, стреляй, падай, неси, тащи. Столбы, провода, сгоревшие здания, солдаты, техника боевая, куча раненых. Плачут, стонут, везут, покойники. Я Александр Галушка, мне 72 года, из которых я прожил 65 лет в Бахмуте, города которого нет. Родился я город Умань, где находится парк Софиевка, 8-е чудо света. Замечательное место. Там учились мои родители в институтах. А приехали мы в Бахмут в 1958 году прошлого века. Поэтому вся моя сознательная жизнь, она как бы вроде была связана с Бахмутом. Раньше он был Артемовском. Я закончил Киевский аграрный университет. Я училась в Киеве. Сейчас он университет пищевой промышленности. Ну, и там встретила вот Александра Ивановича. Судьбу. На Крещатике, в Вареничной. Это было место встреч всегда всех. Ну, вот там он закончил, и я закончила. И, естественно, пришлось ехать по направлению. Поэтому мы переехали в 1975 году в Артемовск-Бахмут. Время летит быстро. У нас появились замечательные дети, 2 мальчика. Бахмут, теперь мы уже понимаем, это замечательный город. Ему 454 года. Самый старый город Донбасского края. От Бахмута пошло все. Уголь, соль, гипс, кирпич, глина. Все пошло от Бахмута. И, собственно, пошел и край развиваться. Донецк, Макеевка. Очень красивая набережная.
идет река Бахмутка, и там вот эти красивые фонарики, там, ну, знаете, столько с детьми там гуляли, там рос, это город рос. А тут мне еще работу предложили, сначала шампанский завод, но это город под землей. Если, вы знаете про шампанский что-нибудь, Артемовский? У 1950 році вже існував Артемівський завод шампанських вин. Это громаднейший город, это шахта, выработанная шахта из гипса. Ну там, знаете, там улицы, там машины ездят, там фонари. Круглосуточно город работает. Если бы вот прекратился завод видоматериала, то завод может на том, что есть, 9 лет работать. Шампанські вина – це тонка матерія. Це поема у виноробстві. Це вино свята і кохання. В настоящее время бойцы используют бутылки, которые лежат без дела, в очень практичном ключе. Ну и сам Бахмут, кто там побывал, они, влюблены в Бахмут. Когда упала первая бомба, 7 метров, мы все ходили, смотрели, когда первые жертвы были, как ухнуло ночью. Просыпаемся утром, а рядом дома нет. Огромного пятиэтажного дома полностью нет. Это было, конечно. А потом, как-то, знаете, человек привыкает ко всему. Я находился в Бахмуте довольно долго, а Людмила Дмитриевна, она говорит, у меня нервы слабые, и она уехала. Потому что мне страшно было, я кричала и плакала каждый день. Уже война начиналась, у нас сакуру высадили по городу. Вы поймите, как это все было. Сакуру. Это март месяц, апрель, а мы высаживали сакуру. Наши знакомые в подвал спускались. А там, знаете, почти все оборудовали себе такие лежанки. Думали немножко там, сколько, месяц-два. 2 семьи. Я говорю, я в подвал не пойду. Вот тревога там или каждую ночь спускались в подвал. Они меня туда звали. Дом сложился, и они там остались. Все говорили, Бахмут – это крепость, Бахмут никто не может разрушить. Я говорю, ты что сидишь? Без рук, без ног останемся. Домов уже половина нигде нет. Детский садик разрушен, школа побита. Я генерал от казачества, и да побегу впереди всех, как это будет морально. Возле меня женщины мои, которые я курирую хор, они ходили, сетки вязали, под снарядами, под бомбами, вязали сетки вот эти маскировочные. А потом барышни, представьте, ума нет насколько вроде бы. Они говорят, Александр, а вы не могли бы нас на передовую? Да могу. Чудом как-то в окопы на передовую их вывезли. Они там сидели полдня, пели песни. Украинские, патриотичные, козацкие, спели песни, а их солдаты понакрывали бронежилетами, двери притянули, сверху накрыли. Они пели, а вагнеровцы, им это не нравится. Все полыхает, горит артиллерийская канонада. С утра до ночи продолжается без остановки. Это рассказ про населенный пункт Бахмут, он же Вагнерленд теперь. Сначала бомбежки подходили медленно, а потом уже конкретно начали со всех видов, с минометов, который 6-8 километров достает, все эти грады и все запрещенное и незапрещенное. И город каждый день превращался, дороги, мосты пересыпали, насыпи, окопы копали. Понимаете, каждый день что-то исчезало. Какой-то, например, в рынок. Рынок работал, это в центре города. Рядом сельпо, и попадает в рынок.
Частично бьется крыша сельпо. Поліцейські на місці документують наслідки злочину. Я записался в тероборону. Когда Людмила уехала, мне пришлось, вот та местность, в которой я проживал, уже бои были 200-300 метров. Ну, это, собственно, все было видно. И вот эти кучи вагнеровцев, которых я смотрел и смотрел, они их и не оттаскивали почему-то. В бинокль. Бинокль, да. Чтобы рассмотреть. Бинокль у нас был. Они лежали один на одном. Начали тела портиться. Через неделю звонит и говорит: стекла выбиты, машина разбита, меня контузило. Ну, короче, я опять сажусь в перевозчика, приезжаю. Ну, и так смешно. Окна закрыли пленкой. Ну, знаете, стекла пособирали. Я говорю, давай ехать. Чуть-чуть отъехали. Константиновка, это 20 километров. И опять же сидим и смотрим, а вдруг там все закончится, и мы же домой вернемся. Когда кто-то там остался, присылает фотографию, нет. Вот дом был, нашего дома нет. Все, попала бомба, сгорел. К счастью, мы не видели, как горел дом. Мы в это время уехали, а нам сказали, ваш дом горел 1,5 дня. Горел и горел и горел. Там была громадная библиотека у нас, очень большая. Знаете, в то время, ну, модно было, или не знаю, Не модно, вот эти собрания, подписку выкупать, вот это пришла, это только, ну, как сказать, элита города могла выписывать. Наше семейное. В 1963 году прошлого века мой отец купил маме сервиз. Ну и вот когда я уезжал последний раз, ну и я эту тарелку взял, поскольку я люблю кушать с хорошей тарелки, с хорошей ложкой серебряной. Вот я это взял, ну и вот это чудом, оно сохранилось. Ну, сохранилось. А я выехал в костюме Адама, без ничего. Помощь идет здесь, как бы ни было, идет и пасторы, и гуманитарные штабы. Ну, по крайней мере, нам дали все то, что можно и срамоту прикрыть, и одеяло, и подушку, ложку, вилку. Тут не то серебро, конечно, семейное, которое сгорело в Бахмуте, а мне говорят, да не переживай, вернемся, все это отплавим, все это восстановим. Конечно, жалко, обидно, но я уже понял, что все это нужно забыть. Никогда мы туда не вернемся. Отстраивать Бахмут никто не будет. Его легче построить на новом месте, прибить этикетку «Бахмут», и это будет... Я вот считаю, что я дерево, которое вырвано с корнем, я не могу корни пустить уже здесь. Я живу временно, как-то у нас есть прошлое, но у нас нет будущего. Иногда снится город, ну так, знаете, вот эти здания исторические, купеческое собрание, все это вот. Кто там побывал, они, ну, влюблены в Бахмут. Вот такие будни у нас авдеевские. Привет, живые? Где были? Вот тут коридорчики. Я смотрю, как две, да? Две сюда. Ну и что вы думаете? Выезжать. Мы найдем. Вывезем живот. Це наш парк відпочинку в Авдіївці.
Это наш парк отдыха в Авдеевке. Стелла «Я люблю Авдеевку». Это дворец культуры, самолет, трамвайчики наши. Ходили до последнего, до 22-го года. Еще так буду. Если постоянные обстрелы будут продолжаться, не останется даже стену домов. Под фундамент все разрушит. Я Геннадий Юдин. Я Геннадий Юдин. Родился в городе Авдеевка. Всю жизнь прожил в этом городе. Российские войска полностью разрушили мой родной город и превратили его в ужас. Перетворили його на жах. Собаку мою звати Тея. Собаку мою зовут Тея. Я ее купил для своих девчонок, когда мы жили в Авдеевке с семьей. Она с нами прожила до самого нашего отъезда из дома в 2022 году. Порода эта выведена для охоты на больших зверей, льва, кабана, итальянская порода. Я сам охотник, брал ее неоднократно на охоту. Выстрел ружья она не боится, но от взрывов прячется. Есть инстинкт самосохранения. Она забивается в будку или в подвал. У нас в Авдеевке были как степи, здесь больше холмы, горы. Холмы, горы. Мы на меловых горах сейчас находимся. Но Авдеевка была особенной. У нас был песчаный карьер, в котором добывали вначале песок. Затем это превратилось в зону отдыха. И вся Донецкая область ездила к нам отдыхать на Голубые озера. Их так прозвали, потому что вода была голубая. Голубая. Чистейший песок был. И летом там было прекрасно. Конечно, я скучаю. Авдеевка была под обстрелами еще с 2014 года. До центра Донецка от Авдеевки 25 километров. А до Донецкого аэропорта, его построили к чемпионату мира по футболу в 2012 году, было 6 километров. Новый аэровокзал называют в честь прославленного земляка, композитора Сергея Прокофьева. Мы с семьей вылетали из этого аэропорта, ездили за границу. Я видел фоторепортажи и видео, во что превратился этот аэропорт имени Прокофьева. С верхних этажей многоэтажек в Авдеевке можно было увидеть, что осталось от Донецкого аэропорта. Руины и больше ничего. И в 22 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Авдеевка оказалась близко к линии фронта. Авдеевка находится поблизу линии фронта. В конце марта 22-го я вывез семью в Днепр. Сам я полицейский, я давал присягу народу Украины. Я остался в городе и работал. Я работаю полицейским экипаже «Белый ангел», и я до последнего каждый день ездил в Авдеевку. Мы с напарником доставляли, помогали, вывозили раненых. К сожалению, были и погибшие люди. Их тоже вывозили, чтобы близкие могли их нормально похоронить. Ой, на коленки садитесь, на коленки становитесь. На коленках. Ох ты, мама, давай быстрее. Быстрее. Давай, наверное. Заезде в Авдеевку постоянно. На подъезде в Авдеевку постоянно попадали под обстрелы. Это была так называемая «дорога жизни» — заехать в Авдеевку и выехать. А что выезжать? Сыновья на кладбище. Больше я ни для кого не нужна. Мне уже как будет, так и будет. Только за внука я переживаю. Тяжело, когда живешь с рождения в этом городе. И сейчас я уезжаю, не знаю куда. Туда, где я никому не нужна, я не знаю, что мне, с чего там, что мне начинать. Як місцевий мешканець міста Авдіївка, я дійсно...
Я сам авдеевский, и я понимаю людей, которые не хотят выезжать. Это их дом, собственное хозяйство, близкие люди, похороненные там. Тоже два подъезда сложилось. Здравствуйте. Собирать вас приехали. Тетя Оля, давайте собираться, ну пожалуйста. Давайте быстрее. И врачей никого нету, медсестр нету, вывезли. Магазин все закрывается. Люди пешком выходят, без документов, без телефона. Люди не понимают, что их ждет, когда они выйдут. Поэтому они говорят, что страх перед будущим побеждает страх смерти. Перемагає страх про майбутнє. Ну а что вы сидели? Я же предлагал вам, ты хлеб привозил на Чернышевского. Забирал тогда Свету раненую, забирал Сашу убитого. Можете шелку шевелить? Да. А вы вот сидели. Я могу сказать на примере своей матери. Я умолял ее, чтобы она выехала. Сейчас она в безопасности на территории Украины и жалеет, что уехала. Но ее дом разрушили. Сгорели все 9 этажей. Все. Зараз она... Не осталось ничего. Окей. Не знаю. Возможно, мне придется вернуться маму перезахоронить по-человечески. У нас был приклад, коли мы вывозили. У нас был случай, когда мы вывозили из-под Авдеевки пожилую пару, и у них была коза. Я помню ее. Ее звали Галка. Была собака, кот, утки, куры, кролики. Две собаки наши. Ну, пожалуйста, очень прошу. Беленький. А однажды с напарником помогали вывести лошадей из-под Авдеевки. Они одичали. Хозяин был в эвакуации, он был неоднократно ранен и просил нас эвакуировать его лошадей. Это у нас был уже январь 2024 года, когда мы ловили в Авдеевке 2 лошадей, которые бежали по городу и искали себе поесть. Там же... У нас была как приманка кобыла, которую конюх привез из Харькова. Эти молодые лошади пошли за кобылой, и нам удалось загрузить их в грузовик. Первые попадания были по школам. Я видел, как моя родная 6-я школа на моих глазах было это попадание систем залпового огня «Град», и она начала гореть. Мы с моими коллегами ничего не могли сделать. К утру она полностью сгорела. Школа, в которой учились мои дети, тоже попала под обстрел. В городе не осталось ни одной целой школы. Это моя родина. Это моя семья. Это выпускный. Это выпускной бал в Авдеевке. Ну, самые страшные моменты, когда... Самые страшные моменты были, когда по городу начала работать авиация. А вы в доме были, когда прилетела? Тут? Вот сюда полетела, оно взрывная волна ахнула сюда. Вот так вот, все как вот так вот крутануло. У меня до речи пропало. Мы видели, как на глазах гибнут люди. Люди, которых мы знали. Це були і знайомі люди. Також був приклад, коли ми... Был случай. Днем мы пытались убедить людей выехать, а ночью был вражеский авиаудар. Попадание прямо в многоэтажку. Люди оказались под завалами. Их тела уже невозможно было достать, экстренные службы уже не работали, не было спецтехники, чтобы разобрать завалы. Звонили родственники, умоляли хотя бы тело достать, чтобы по-человечески похоронить. Від'їзд. Я вот Буквально позавчера заезжал в Покровск, до этого был там неделю назад. И вот ты смотришь, во что за неделю превратился город. Это очень страшно. И это напоминает мне Авдеевку. Видишь разрушенные дома, сожженные автомобили, захоронение людей уже во дворе. Нагадує мені Авдіївку. И у нас был такой выпадок, что в приватном секторе подружья... У нас был такой случай. Супруги находились в своем доме. Ночью они спали в кровати, и был прилет. Мужчина чудом уцелел, и он сумел вылезти из разрушенного дома, а его жена, к сожалению, погибла. Мы пытались ее откопать. Начался минометный обстрел. Нам пришлось прекратить работы. На следующий день мы узнали, что мужчина все-таки со своими соседями откопали эту женщину и похоронили прямо в этом дворе.
на территории дома. Це було 4 лютого. Это было 4 февраля 2024 года. Мы последний раз заехали в город Авдеевка с моим напарником. Уже крайние улицы были оккупированы, и мы уже не смогли туда доехать. Родственники обращались к нам, чтобы мы вывезли оттуда людей. Вместе с нашими вооруженными силами нам тогда удалось спасти около 13 человек. Они пешком вышли с оккупированных улиц в сопровождении нашего дрона. Мы встретили их и вывезли в тогда еще мирный Покровск. Привет, мужики. Шо вы, живы все? Опускайте руки. Да свои. А у тебя что, ранено? Ноги падают. А что стало с вашим домом? У 12-му році ми з дружиною побудували наш будинок. Мы с женой построили наш дом в 2012 году, сделали ремонт и начали жить. В 2014 году нам пришлось выехать из него, но в 2017 году мы вернулись, жили, все радовались, что вернулись в свой дом. Это было и хозяйство, и собаки, и огород. Первое попадание в дом было в 2023 году, и в январе 2024 второе попадание. Я сам видел, как был разрушен мой дом, смотрел, как Россия уничтожила дом, который я строил своими руками. Росія знищила його. Жители моего города точно знают, что такое КАП, ФАП, что такое кассетные ракеты, что такое ГРАД. Не просто знают, что это такое, они по звуку могут отличить, что именно прилетело. Я не могу представить сейчас в голове, что этой квартиры не будет, и что, этого дома не будет, этого города не будет. Я Анастасия Котова, родилась и выросла в городе Покровск, который сейчас уничтожает российская армия. Эти флаги, наверное, было одно из первых, что мы забирали со своего кафе в Покровске. Ты пока держи тут, держи. С каждым днем становилось все более опасно. Хотелось, чтобы флаг до конца повисел, до последнего дня нашей работы. Это уже был сентябрь месяц, мы уже потихоньку собирались. Это все, кто остались, и что тут осталось. Есть подписи ребят, которых уже, к сожалению, нет в живых. Над флагом у нас парни любили оставлять свои шевроны, и девушки военные также оставляли. Они заходили, говорили, я вот там еду на выезд. Он снимал с себя этот шеврон, вешал на стену. Говорил, это для того, чтобы я сюда еще вернулся. То есть это, не знаю, это настолько как-то ужасно, страшно, что во всем ты там живешь. Это, видите, это такой свой вайб. Свой вайб кафе в прифронтовом уже на тот момент города. Как это было, ты утром просыпаешься от того, что где-то там прилет в 6 утра в городе. У нас есть рабочий чат, да, девчонки пишут, вы слышали? Да, мы слышали. Что делаем? Что делаем? Уже же тихо, мы пойдем на работу, открываемся, открываемся. 10 утра мы открыты. Ты
Ты каждый день заходишь вот на эту карту, на Deep State, и смотришь расстояние, да, от линии фронта до твоего города. И там оно вот там 15 километров. Ты думаешь, так, 15 километров. В принципе, ну, еще 15 километров. На следующий день там 14 километров. Эти километры для тебя были чем-то таким страшным. Ты думал, что вот все. Они так вот двигаются 14, 13, там 12, да, 9 там, километров. Ты ложишься спать в Украине, да, в военной Украине, но ты ложишься спать в Украине. И я боялась того, что я утром проснусь, а там уже все, там уже бои вот на стеле, на въезде в город, и ты засыпала в Украине, а проснешься ты уже непонятно где. Я родилась, выросла, родила ребенка. Все это было в Покровске. Вот такой небольшой, компактный, уютный шахтерский городок. Мой дедушка шахтер, мой муж какое-то время работал на шахте, его отец работал всю жизнь на шахте. То есть я тоже шахтерской семьи, как и большинство людей в нашем городе. Праздником шахтера, города, счастья и здоровья. Всем шахтерам желаю хорошего спуска, выезда. Все просто, все красиво. Расширили парк, стадионы. Я езжу по Украине, Винница, Умань, далеко, ну за 1000, за 1500. Лучше парков нету. Никто не верил, что сейчас начнется война, что полетят там ракеты. Вот я, моя семья, мы в это во все не верили. 18 марта нам прилетела во двор кассетная ракета. 2 на крышу дома нашего 9-этажного упало. Очень много их падало именно под подъездом, ранило нашего соседа, который подо мной живет. До сих пор моментами я слышу вот это у себя в голове вот этот вот то, как сыпались стекла, вот это шоковое состояние. Плюс бабушка, которая не ходит там, да, ее ты не понесешь ни в подвал, ни в убежище. То есть еще ты переживаешь за себя, за ребенка, за бабушку, за все на свете. В конце марта моей бабушки не стало. Первую там эвакуацию мы уезжали, мы взяли с собой документы и там чуть-чуть вещей по сезону. Ну, через 2 недели вернулись обратно, открыли кафе. Честно, я думала, что мы все, это насовсем, вот все будет хорошо, мы будем дома, мы больше никуда не будем уезжать, все будет в порядке. Мы в Кременчуг приехали в сентябре. Мы не понимали, где мы вообще будем, где мы будем жить, что мы будем делать дальше. 7 лет было кафе в Покровске. Решили, что будем пробовать здесь, будем делать то, что умеем. Если просто, ну вот все бросить, да, сесть и постоянно думать о том, что война, о том, что вот там тревоги, о том, что все сейчас там летят ракеты. Ну, действительно можно быть просто в вечной депрессии. Ну, как-то работа спасает. И капучино, будь ласка. Гарного дня. С дома первым, что забирала альбомы. Свой свадебный альбом. К сожалению, кафе, в котором отмечали мы свадьбу, у него прилетела ракета. Оно находится не так далеко от квартиры, где мы живем, где мы в Покровске. И горело оно всю ночь, это было видно с окна. И это, не знаю, у меня складывалось такое впечатление, что горят мои какие-то воспоминания, мои там чувства. Настя, как свадьбу погулять? Хорошо. Было весело. И первый, и второй день. Танцы и песни до утра. Тогда еще не было комендантского часа. Можно было гулять. Вот. Второй день вообще отмечали на Шевченко. К сожалению, сейчас этот поселок оккупирован. Начиная с 24 года, то есть у нас начались такие сильные прилеты достаточно в город. Новый год, 31 декабря. Мы закрываем кафе, все свои дела закончили. Каждый желает там
какие-то там пожелания, да, друг другу, к своим коллегам, своим сотрудникам в новом году. Я просто вижу боковым зрением в двери заведения просто яркую вспышку. Поворачиваясь, все о чем-то разговаривают, такая достаточно новогодняя атмосфера витает в воздухе. Я говорю, сейчас бахнет. Они, в смысле? Я говорю, сейчас бахнет. И мы стоим, такая сразу тишина. Тишина. Они, Настя, что? Я говорю, сейчас бахнет. И я только говорю, там 3-й раз сейчас бахнет, и просто очень громкий прилет, очень громкий. По секундам там 10, 9, 8, досчитывают до 1, и опять прилет. То есть это вечер 31 декабря, а город просто со всех сторон прилеты. Ты не понимаешь, где они происходят, но ты их слышишь, ты их ощущаешь, ты видишь это зарево, ты слышишь этот звук, и ты просто не понимаешь, что тебе делать. И постепенно город пустел. В каждом дворе будет стоять машина, которая грузит вещи людей, которые уезжают. Абсолютно в каждом. Шановні мешканці, у зв'язку із загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Тяжело собрать всю свою жизнь, которая у тебя была. Я не знаю, во сколько ее собрать можно. В чемодан, в грузовую машину. Поехать куда? Поехать в неизвестность. Люди были, но было очень мало. Как? Война идет. Русские захватывают Покровск. Зачем это нужно? Путину я не знаю. Ну, а мы желаем жить в Украине. Ты будешь идти с одной точки, например, в другую, ты можешь вообще никого не встретить. Ребенка я вывезла 1-го, он уехал 22 августа. Вот. Сами мы еще оставались в городе. В город прилетели грады, они прилетели буквально от нас там, в 50 метрах. Мы просто кушаем жареную картошку и слышим этот свист и этот бах. Свист у тебя просто, он как будто у тебя над головой. И тут же там, через долю секунды этот взрыв. 1, 2, 3. Я даже сейчас говорю, это звучит там как что-то, что-то нереальное. Но, это мир, в котором мы жили, в котором мы, к сожалению, продолжаем жить, в котором живут очень много людей. А где нашел? Где был? Беседки. Беседки? Нет, а собака этой кошки там нет. Когда мы уезжали, город, конечно, уже был не тот. Он уже был пустой. Уже начинались такие массовые разрушения. Такой безжизненный. И вроде как и хотел, боролся за жизнь, но по чуть-чуть увядал. Это наш парк. Я это просто пересматривала и думала, неужели вот все, вот этого больше не будет? Я, честно, не верила. Я и сейчас не верю, что это все происходит. А это на память дом, в котором мы жили, уже прямо перед самым уездом снимала. Эту квартиру получал мой дедушка. Еще встретимся. Пока. Ему дали 42 года назад эти ключи от этой квартиры. И в этой квартире больше никто никогда не жил, кроме моей семьи. Я открыла видео, просто это была новость. И когда увидела дом, в котором находилось кафе, и просто он горел. Там 9-этажный дом, одна часть полностью горела, вторая часть сложились в плиты. И вот этому кафе мы было в этот день 8 лет, как оно открыто. То есть мы бы праздновали день рождения, просто разрушено. Мы решили, что мы остаемся у себя в стране, мы у себя дома, пусть не у себя в городе, не в своей квартире, но мы в своей стране. Силы дает
Наверное, мой ребенок. Ну, он моя такая жизненная энергия, он меня заряжает. И я, глядя на него, там, забываю обо всем на свете. Я верю, что эта война закончится. Я верю, что наши военные выстоят. Я не верю в оккупацию города. И я верю, что мы вернемся домой.